Здравствуйте. Сегодня на канале будет обзор на модем ZTE MF79U. Есть вариант в черном цвете и есть в белом цвете. Внутренняя начинка модема, независимо от цвета, одинаковая. Этот модем является практически полным аналогом модема Huawei E8372-153. Единственное отличие, что здесь разные внутренние меню, по функциям он в принципе аналогичен. В модеме здесь присутствует слот под SD-карту, здесь ставится microSIM. Кнопка сброса настроек находится здесь. Так же само, как на модеме Huawei E8372. Здесь каким-то предметом, скрепкой или спичкой нужно зажать кнопку для того, чтобы сбросить настройки на модеме по умолчанию. Присутствует два индикатора. Индикатор сигнала и индикатор Wi-Fi. Также модем поддерживает технологию MIMO. Здесь два порта под переходник TS9. Два антенных входа под переходник TS9. Вход 1 и вход 2. Если вы используете антенну с одним выходом, то подключать следует в вход 1, так как он является основным. Напомню, что в модемах MIMO один вход является основным, второй дополнительным для того, чтобы увеличить скорость. Если вы подключите антенну в дополнительный вход, то вы можете видеть сигнал на устройстве, но интернета не будет. Подключается модем по USB. Очень компактный, хороший модем. Скорость загрузки до 150 мегабит. Выгрузка, соответственно, 50 мегабит, это в 4G. Максимально теоретическая возможная скорость. Здесь в модеме также присутствует встроенный Wi-Fi роутер. К нему можно подключить 10 устройств по Wi-Fi. Радиус раздачи Wi-Fi примерно 10-15 метров, если вы находитесь в доме. Если вы на открытой местности, то Wi-Fi радиус распространяется на 50 метров. Так как вы знаете, что стены хорошо поглощают сигнал Wi-Fi. Роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Модем можно подключить напрямую в USB порт компьютера или же подключить в зарядное устройство или Powerbank и подключать устройство по Wi-Fi, то есть использовать его как Wi-Fi раздатчик. То есть модем можно подключить в любое USB гнездо. Итак, давайте установим сим-карту в модем. Подключим модем в ноутбук и посмотрим на внутреннее меню этого модема. Итак, чтобы зайти в меню модема, набираем 192.168.0.1 и нам отображает веб-страницу для входа в модем. Хочу, кстати, сказать, что модемы, которые вы можете приобрести по ссылке, уже прошиты на модифицированную прошивку. То есть она позволяет работать со смартфонными тарифами без каких-либо ограничений. То есть приобретаете модем, приобретаете сим-карту Vodafone с тарифом Vodafone Red XL, устанавливаете сим-карту в модем, и она у вас работает без всяких ограничений трафика, ограничений скорости. Единственное ограничение есть на торренты. Вы скачиваете просто сервис TouchVPN. И если вам нужны торренты, без проблем можете их скачивать с помощью этого тарифа. Итак, по настройкам модема. Здесь доступны две версии, полная и мобильная. Здесь нужно ввести пароль. В модифицированной прошивке пароль по умолчанию админ. Если же у вас оригинальный модем ZTE, то пароль вы можете найти на коробке или же на наклейке на самом модеме. Он там так и пишет, паспорт, он достаточно сложный. Если же вы где-то потеряли коробку и не помните пароль, и вам нужно сменить пароль, то как бы мы предоставляем услуги смены пароля на модем. Для этого пишите на Viber, WhatsApp, Telegram, ссылки будут в описании, пишите в комментарии, то есть обращайтесь к нам, мы поможем вам восстановить пароль на данный модем, если вы где-то потеряли пароль от этого модема. Итак, вводим пароль в веб-интерфейс, нажимаем «Войти», как видим LTE Vodafone UA, здесь на русском языке все, также доступен язык английский. Если у вас модем на английском языке, ссылка на обзор модема на английском языке будет также в описании под этим видео.
Так как мы видим, статус LTE включенный, настройки LTE, Wi-Fi и настройки Wi-Fi роутера. Подключение здесь показывает передачу данных по подключению и подключенные устройства. То есть с помощью прошивки, которая есть в модеме, можно настраивать антенну по мощности сигнала. Здесь отображает минус 97 dBm. Изменяя размещение антенны, можно как бы настроить на лучший сигнал. Также здесь можно смотреть SMS, телефонную книгу, дополнительные настройки и USSD. В дополнительных настройках мы можем настроить Wi-Fi роутер. Но перед тем, как настраивать модем, то есть перед тем, как изменять любые настройки, нужно отключить передачу по сети. То есть мы отключаем передачу, нажимаем Off, и здесь мы можем теперь менять все настройки. Можем изменить режим подключения, можем выбрать тип сети, который нам нужен, то есть это может быть только 4G, только 3G, ну или же даже только 2G, если вам нужно подключиться именно к 2G сети. Также можно изменить настройку точки доступа. Для этого выбираем вручную, добавляем новую точку, прописываем APN. APN на всех украинских операторов это интернет. Обязательно указываем имя профиля и нажимаем «Применить». Точка доступа у нас создана. После того, как создали точку доступа, больше никаких настроек нам производить не нужно. И можем теперь зайти в настройки Wi-Fi. В настройках Wi-Fi мы можем задать имя Wi-Fi сети, изменить тип шифрования, изменить пароль. Также пароль по умолчанию у нас вот такой, мы можем его изменить на какой-то другой. Также здесь максимальное количество подключенных устройств может быть 10, но мы можем изменить на 5 или на 3 или даже на одно устройство, если мы не хотим, чтобы больше кто-то подключался к нашей сети. Также можем включить режим гостевых сетей, то есть роутер будет раздавать несколько сетей. Можем задать подключение по VPS, то есть по пин-коду. Вот. И также здесь в расширенных настройках можно изменить стандарт подключения, выбрать ширину полосы канала. Здесь доступно 20 МГц, 40 МГц. Также здесь регион можем изменить и задать частоту Wi-Fi канала. Здесь доступно 13 каналов Wi-Fi. И мы можем какой-то из них выбрать. В основном это все настройки Wi-Fi, которые можно произвести в данном модеме. Модем очень прост в установке, практически безотказный. В большинстве случаев просто устанавливаем сим-карту, вводим пароль и интернет у нас уже работает. Поэтому напомню, что приобрести данный модем можно будет по ссылке в описании. Доступны два варианта, белый и черный. Прошивка на них будет модифицированная, то есть доступно уже использование смартфонных тарифов. Если же у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментарии или же на Viber, WhatsApp или Telegram. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокол, чтобы получать все уведомления о новых видео. Всем вам хочу пожелать хорошего настроения. До свидания.